Всем привет! Сегодня к нам пришел Volkswagen, блок управления, бензиновый блок управления ME75C4. Хозяин попросил отключить иммобилайзер по причине того, что в машине менялась проводка, менялся блок управления двигателя, менялся мотор. В общем-то, вся проводка и мозги, и мотор сам от другой машины, от другого Volkswagen. Машинка 2012 года, вся проводка от 4. Ну, опять же, приборная панель, где был иммобилайзер, в машинке, откуда проводка не подойдет к этой системе. Это пришлось бы и торпеду перерезать, перерисовывать. Поэтому было, в общем-то, выбрано решение отключать иммобилайзер. Открываем блок управления двигателя. Вот он, наш красавец, болты в сторонку. Крепко держится. Мощная штука. Так, это сюда головку. Герметик не очень сильный, что упрощает нам процедуру. На некоторых блоках приходится класть. Ложить нельзя, можно класть, да? Приходится класть на обогреватель, оно там лежит. Ну, опять же, главное тоже не переборщить, чтобы герметик расплавился, размягчился, а мозги, чтобы элементы на блоке управления не поубегали. Вот наш блок управления. Так, будем искать микросхемку. Если верить заявленному, 95-я серия должна стоять. Явно будет с обратной стороны. Вот она, наша радость, 95040. Как я вам говорил ранее, не забывайте помечать, в какую сторону первый вывод на микросхеме. Тоже наша СТ-шка. Поставим пимпочку, чтобы не ошибиться и не поставить ее в обратную сторону. То было недавно, пришла машинка с блоком. Вот душевно, ну как недавно, давно уже, было сие много лет назад. Выпаял микросхемку, не посмотрел, где первый вывод, где не первый. И по результату не было помечено. Очень долго мучился, чтобы вспомнить, где она была. Ну, так, конечно, не вспомнил. Пришлось по проводке смотреть, где питание входные, выходные. Даташит на микросхемку открывать. И по ней уже смотрел, как оно должно быть на самом деле. Что ж, поднимаем нашу радость. Мозги троху подтопленные, видно, влага внутри была. Но не так грустно, больше вообще похоже на конденсат. Прогреваем. Старайтесь особо не перегревать. Если совсем уже тугоплавкий припой на микросхемках, такое иногда встречается,
то лучший вариант добавить обычным паяльником, чтобы вам уже не покупать какой-то более хитрый припой, более мягкого обычного повесить. Вот она, наша радость, поднялась. Без особого труда. Чистим площадочку. Вот так. Когда чистите площадочку, очень аккуратно снимайте, смотрите, чтобы не подцепить дорожки, ибо это чревато. Так, микросхемка у нас. Микросхемка у нас в руках. Еще раз смотрим, какая. 95040. 95040. Берем нашу колодочку. Где ж она у нас делась? Переходная эта колодочка наша. Вот программаторчик берем. Так, смотрим, где первый вывод. Ой. Так. Вот сюда. Ставим ее на колодку. Двигаем мозги. Так. Открываем. Ого. Открываем программку для программатора. Выбираем микросхемку 5040. СТ-шка. СОИК 8. 95040. Еще раз проверяем. Она. Вставляем программатор. Вычитываем. Нет, вероятно, плохо стоит. Нолики одни прочитала. Выводы равняем. Смотрим, размещение правильно ли ставлю. Ну да, правильно. Еще раз. Вставляем. И говорим читать. Вот, совсем другое дело. Вот и номер нашей машинки. Сохраняем бэкап файла. mg7.5. Бинарник. Вот он есть. Теперь вносим корректировочки. Так, вот он 759540. Вот у нас получается программный продукт сделал переход. Ну да, через байты. Все отлично. Теперь открываем исправленный файлик. Так, разбираем прошивку на части. Вот у нас идет опрос иммобилайзера. А вот он заканчивается. Делаем переход вручную с этого байта на этот.
Вот так вот. Сделали переходик. И теперь записываем исправленный файлик обратно в микросхему. Записать. Проверила типа. Опять говорим открыть по новой исправленный. И делаем сверку. Все отлично, успешно. Все. И мобилайзерчик в этой микросхемке отключен. Ноутбук нам уже сейчас не понадобится для этого блока и программатор. Вот он наш герметикус, необыкновенникус. Так, не понял. Понял. Розетка выскочила. Подготавливаем площадочку, где у нас стояла микросхемка. Вот так вот. Включаем паяльничек. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Готовим поначалу площадочку. Ох уж нагреваются эти паяльники. Вот еще раз повторюсь, очень хорошо. Помечайте обязательно, где первый вывод. Температуру паяльника я обычно использую 430 градусов базовую. Вот. На дорожке у нас площадочки готовы. Как еще раз говорил, видите, вот точечку поставил, где первый вывод был. Ставим на место мелкосхемку. И, пожалуй, добавим еще немножко флюса. Потом все равно его чистим. Как я уже говорил ранее, оставлять нельзя. Потому что иногда флюс встречается только проводящий. Ну, либо другие какие-то помехи он дает еще. Прикладываем. Пальцем неудобно, пинцетом удобнее. Запаиваем микросхемку на родину. Не жалейте припой, он стоит не так дорого, как стоит эвакуатор, если машинка вдруг станет, и ее придется потом тащить. Я сторонник запаивать микросхемки очень аккуратно и перепроверять еще кучу раз. Кажется, работка довольно простая, сложного в этом ничего нету.
но все же. Лучше сделать и перепроверить, чем потом останутся недовольные люди. Вот что у нас получается. Лепота, как с завода. О, видите, да? И обязательно, как я уже говорил ранее, счищайте остатки флюса. От него останутся только наихудшие воспоминания, если он останется на платье. Вот что у нас получается. Теперь будем скручивать чистой совестью блок. В разных блоках управления прошивки корректируются по-разному. Где-то сложнее, где-то проще. Но я, как говорил, я сторонник носить корректировочки вручную. Так более будет точно, более правильно, потому что неизвестно, что там в блоке управления под разные системы, под, может быть, какая-то защита дополнительная стоит, под тот же впрыск топлива, может уже чипованные мозги были, может что-то еще. Ну, вариантов целая куча. И просто ставить готовую классическую программу обманки иммобилайзера, либо, ну, какого-то перехода мимо самого блока, ну, это не совсем правильно, потому что могут вылезти какие-то проблемы со временем. Ну, что я могу сказать, блок готов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делайте обязательно репост этого видео. До скорых встреч. Пока.